Друзья, всем привет! Наконец-то мы добрались до нашего отеля. Вот так он выглядит. Парковка рядом с отелем. У нас вход здесь прямо со стороны отдельный. Вчера мы приехали и плюхнулись просто в бассейн, который тут находится рядом. Вот здесь вот. И ничего не делали. А отсюда вот открывается такой вид на город шикарный. Дорога нам досталась вчера очень тяжело. Ехали мы почти 12 часов. Эти 520 километров, которые мы должны были преодолеть за 6,5 часов, мы проехали почти за 12 часов. Это просто трындец какой-то. В Германию мы вчера проехали довольно нормально, а когда заехали в Австрию, уже 12 километров до Инсбрюка оставалось. Вот эти все 12 километров было штау. Даже были моменты, которые мы просто-напросто тупо стояли. И также в Италии уже, когда заехали, тоже штау, штау и штау. Тоже были моменты, что просто тупо стояли. И дорога нам вылезла в 12 часов. Так долго мы еще никогда не ездили. Но когда мы приехали, посмотрели на вот эти виды, сразу успокоились. Виды здесь просто обалденные. Я сейчас покажу одно место. Вид на озеро. Пойдем посмотрим на озеро. Здесь есть невзрачная калиточка такая, и буквально в 2 шагах я сейчас покажу одно место. Ну просто видосы там обалденные. Вот с левой стороны видно то ли развалины какой-то древней стены. Да? Это развалины какой-то древней стены. Не знаю, я знаю, что там дорожка идет на этот. Похоже, здесь был какой-то грот или форт. И тут вид на озеро просто классный. Вчера мы сюда вечером вышли, ветер был сильный. Но вечером был этот склон четче видно. Сейчас как-то или от солнца уже начинается, как в тумане, так все. Но виды, конечно, тут обалденные. Тут ступеньки наверх еще идут. Там мы еще не были. Можно подняться, посмотреть. Ступени такие страшные, как после атомной войны. Здесь могли бы вокруг дорожки, вдоль дорожки и освещение какое-то, ну, вот в черном было. По темноте. Так, отсюда уже видно соседний городок. Как он называется? Торболе. Торболе.
Оттуда мы, когда вчера приехали сюда, оттуда мы заезжали. Вообще такая тишина здесь стоит, вообще прелесть. А вечером вчера мы сюда поднимались. Слышно, город прямо гудел, полон туристами. Получается, как смотровая площадка. Скамеечки можно посидеть. Вот отсюда город Торболя видно. Вот оттуда, вот по той дороге мы заезжали. И потом здесь внизу туннель есть. Вон пляж. А Рива-дель-Гарда получается с той стороны вот. За скалой. За скалой. В пешей доступности все. Говорят, от края Торболи до другого края Рива-дель-Гарда 2 километра вроде бы. Да, конечно. Он сказал 2 километра Рива-дель-Гарда. Да? Да. Здесь очень много людей приезжают на велосипедах. Вот машины на парковке стоят, практически 90% у всех велосипеды с собой. Утром проснулись, вышли на террасу, а здесь такая красота нас ожидает. Вид на горы просто прелестный. С правой стороны вот видно вот весь этот город Рива-дель-Гарда, который нам еще предстоит изучить, побродить по нему. Птички поют прелестно. Наша машина одна стоит на парковке здесь. Друзья, давайте я вам покажу, где у нас находится бассейн, в каком оазисе. Вот смотрите, вот с левой стороны наша резиденция Марина, а вот здесь вот находится наш бассейн, куда мы ходим купаться. Вот направо посмотришь, виды такие прекрасные, просто загляденье, особенно когда купаешься в бассейне и у тебя перед глазами такие виды. Это просто неописуемо. Под пальмами тут плаваешь. Тут все кругом в зелени. Практически здесь всегда свободно. Сейчас раннее утро, людей нету. Сейчас буквально часик и люди набегут. Вода здесь чистая всегда. Кто не хочет лежать прямо возле бассейна, есть такая небольшая площадка, где тоже лежаки стоят, можно полежать. А внизу я сейчас покажу. Вот там внизу, я сейчас туда пойду, там есть, кто с детьми приезжает, есть детская площадка. Детям здесь раздолье. Да и так, красота кругом. Я вообще люблю такие места. Вот тут оливковые деревья растут. Детская площадка. Фиговое дерево даже растет.
Фиги, правда, еще зеленые, еще не спелые. Но где-то я плоды тут, оп, плоды уже видел, да, вот они, плоды есть. Здесь теннисный стол, можно в теннис поиграть. А кто хочет погрилить, для этого тоже все есть. Стол, гриль, гриль газовый, не надо дрова разжигать. Вот такие вот здесь места. Нам здесь нравится. Сейчас мы собираемся поехать съездить в город, на другую сторону, там, может, видели, фуникулер, на крепость подняться там. Вот отсюда вот можно видеть нашу резиденцию. У нас там вот с правой стороны отдельный вход. Очень удобно. Парковка очень большая, свободная всегда. Всем привет! После прогулок по городу решили мы покупаться в озере. Смотрите, вода какая. Шторм разыгрался на озере. Зайти туда очень тяжело босиком. Надо специально шею. По камням идти очень больно. И вода довольно холодная. Поэтому, наверное, мы пойдем обратно в бассейн. Позагораем и пойдем в бассейн. Посмотрите, какие волны. Мы пока до озера дошли, вот наш отель сверху, вон он. Мы пока сверху спустились вниз, уже как-то и купаться расхотелось. Видите, вода какая. Вода прозрачная, но дно очень такое каменистое. Больно наступать. Ну а виды тут, конечно, просто шикардос. И сегодня ветер очень сильный, не знаю, будет меня слышно или нет. Вот люди готовятся на серфинге покататься. Сейчас самое время в ветреную погоду. Решили с того края сюда перебраться на эту сторону. Думали, здесь получше будет. Но здесь то же самое. Здесь для серфингистов такой специальный заход сделан. Степан, как думаешь? Как думаешь, удастся нам покупаться или нет? Нет. Нет? Нет? Нет. Куда пойдем с нами, как будет? Здесь тоже камни, видишь?
Классно так, когда лежишь, вернее, Чё? плаваешь тут в бассейне, а тут смотри, какие виды. Ну, вообще обалденно. Это тучки такие надвигаются с тех сторон. Понедельник, завтра обещали легкий дождь. Ох, какая красота тут. С одной стороны горы, озеро. С этой стороны у нас отель. Кругом зелень, лес тут. Вот тут лес. Пальмы кругом. Самое приятное, когда туда смотришь, в ту сторону. Только что вылезли с бассейна, собрались пойти в город прогуляться. А тут вот нарисовалась такая картина. И похоже, там в горах уже что-то идет, смотри. И там вот за горами что-то сверкает. Придется нам переждать. Надеемся, дождь пройдет быстро. Ну, как и обещали. Обещали вообще кратковременный дождь. Резко потемнело уже. Ветер приближается. О, сейчас что-то будет. Сейчас ливанет. Вот с той стороны уже перестало вообще видно все. Все, надо прятаться, дождь пошел. С той стороны за горами гремит, сверкает все. Дождь резко находит и резко прекращается. Нам хоть машину помоет. Она одна на парковке здесь на верхней стоит. Все паркуются там внизу, а мы тут.